Добрый день, друзья! Мы с вами продолжаем знакомиться с Бахчисараем и с его уникальным восточным колоритом. И сегодня мы с вами находимся на территории Бахчисарайского дворца. Это огромная территория, где, конечно, кроме самого дворца, около 20 построек различного назначения, от гарема до кухни, которые должны были обслуживать нужды крымско-татарских ханов. По изначальной задумке дворец должен был стать воплощением идеи о мусульманском рае на земле. Для этого из Персии, а позже и из Османской империи приглашались лучшие зодчие, чью ювелирную работу по отделке стен и потолков можно увидеть до сих пор. Дворец начали возводить в первой половине XVI века представители династии Гираев, лидеров молодого Крымского ханства. На протяжении 2,5 столетий Бахчисарай был центром политической, духовной, экономической жизни государства крымских татар. За эти годы обитель владык несколько раз разрушалась и возрождалась, иногда буквально из пепла. На сегодня Хан-Сарай – единственный сохранившийся на полуострове образец местной дворцовой архитектуры. Во всей Европе сохранилось еще 2 похожих по стилю строения – Альгамбра в Испании и Топкапы в Турции. Расположение построек подчинено строгому замыслу. Прямая линия связывает 2 важнейшие точки – главные въездные ворота и стоящий на возвышенности мавзолей Диляры. По одну сторону этой условной линии парадные залы, жилые покои, гарем, личные пространства в виде крохотных двориков с фонтанами – все, что связано с земной жизнью в разных ее проявлениях. По другую сторону – мечеть и кладбище, олицетворение жизни духовной, потусторонней. Древние стены таят множество замечательных деталей. Например, в зале Совета и Суда сохранились витражи, выполненные в XVI веке. Орнамент и цвета стекол не повторяются ни в одном из окон. А в помещении малой мечети над михрабом, нишей, обращенной в сторону Мекки, можно увидеть печать Соломона. В круг вписан шестиконечник, а в нем овал. По легенде, это изображение было на волшебном кольце пророка, с помощью которого он понимал язык животных и управлял джиннами. И обратите внимание на оформление парадного входа в официальные покои дворца. Этот портал выстроил в 1504 году выдающийся зодчий Оливиз, итальянец по происхождению. Великий князь Иван III пригласил в Москву заморских мастеров для украшения Кремля и строительства церквей. По пути на Русь бригада задержалась на год в Бахчисарае, где Оливиз выточил из белого камня портал, украсив его тонкой резьбой. Удивительна на самом деле скромность ханских покоев. Их изящество не в золоте в отхожих местах, а в искусной работе по дереву и камню, в тонкой ажурной фантазийной росписи стен. Вот это трон хана, на котором он сидел во время важных политических собраний. Больше похоже на обычное креслице, которым в наше время даже офисные клерки из Москва-Сити, скорее всего, пренебрегут. И не верьте историкам, когда они говорят, что первые диваны появились в 17 веке во Франции и служили предметами изыска и роскоши. Вот они, настоящие первые диваны, простые, как наш с вами кухонный уголок, и бесконечные, как и количество гостей, которые могут на них поместиться. Фонтаны не стремятся к неуемному гигантизму, как петерговский Самсон. Они, как часто позже в Европе, служат исключительно бытовым целям. Хотя так полюбившийся Пушкину знаменитый Бахчисарайский фонтан – это символ скорби по рано умершей жене хана Кырым-Гирая Диляры Бикеч. Время застыло в этом месте абсолютно ощутимо. Этому огромному плющу более 300 лет.
как и большой шелковицы, которую приходится подпиливать, чтобы она не упала под тяжестью своей кроны. Ханский гарем, когда-то имеющий более 73 покоев, сейчас скромно состоит всего из 4. Многоженством крымские ханы не страдали, хотя это и разрешено в исламе. 2 жены – часто максимум, что они могли себе позволить. Но на женской половине дворца жили и сестры хана, его мать и маленькие дети. Женщинам традиционно была отведена закулисная роль, но через вот такие решетки на окнах и балконах можно было вполне себе активно участвовать в происходящем. Тебя снаружи не видно, но ты видишь всех. Через такие решетки в зале собраний мать хана вникала в тонкости политических интриг, чтобы потом дать сыну мудрый совет. Территория дворца регулярно достраивалась. В ней появлялись все новые и новые здания. Каждый следующий правитель считал своим долгом оставить потомкам очередное здание комплекса. Мечеть, бани, конюшни, башни. Архитектурный ансамбль был почти разрушен после отречения хана от власти и присоединения полуострова к Российской империи во времена Екатерины II. Но в дальнейшем его внешний облик и интерьеры начали восстанавливать по записям и рисункам современников. Сегодняшний ханский дворец – результат кропотливого труда реставраторов XIX-XXI веков, и процесс реконструкции не завершен до сих пор.